У меня в руках Нави-карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы игроков КС-состава и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. Создай свою Нави-карту от Тинькофф. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Нави Дота. Рядом со мной Ваня Артстайл, новый... Как твоя должность точно сейчас звучит в Нави? Не знаю. Не знаешь? Нет. Потому что нам Хаус говорил о том, что он ищет человека, который будет как главой подразделения Доты в Нави, плюс у нас новый состав, и ты тренер этого состава, поэтому можешь рассказать немножко подробнее о том, вот, как ты видишь свою роль здесь? Да, если честно, это все довольно спонтанно получилось. Дважды меня, получается, там звали поработать вместе, но мне это не очень хотелось. А потом прям... У меня просто до этого была молодая команда еще, и я там попросил Лешу им немножечко помочь. И как бы в ответ он меня попросил все-таки разобраться с этим составом. Ну, хотелось все-таки вернуться в Нави, что-то поделать хорошее с этой командой, потому что сейчас СНГ-сцена... Не сказать, что загибается, две молодых команды очень сильных, но и очень обидно, что такие игроки условно именитые, как там No One, Леша и все остальные, то есть, инт пустой, пустует от старичков, поэтому нужно возвращать их. И пустует без Нави, к сожалению, в этом году. Ну а сейчас не об этом. Тебе вообще приятно возвращаться в Нави под этот тег? Чувствуешь ли ты что-то? Да, много ответственности, и вот то, что как раз Леша Хаус говорил. Он нам дал просто хороший шанс, и я понимаю, что за последний год у многих есть куча вопросов и к Леше, и к Науану, и к составу Нави, что они делали, и как так валы проиграли. Но мы будем пытаться это исправить на очень интересных условиях. Могу тоже поделиться, не знаю, тайна, не тайна. Давай, но чтобы никто не думал, что кто-то там садится на зарплатки там, и так далее. Почти все условия у нас от наших результатов, поэтому у вас есть два варианта. Либо радоваться нашим поражениям, и мы ничего не получаем, либо все-таки поболеть за нас, и мы постараемся что-то доказать. Звучит как завершение интервью, знаешь, что действительно вам необходима эта поддержка. А можешь рассказать о том, то есть когда приходил прошлый состав, у них был какой-то пробный период. Есть ли такая история сейчас? Какие цели, возможно, вы с Лешей определили, или там минимум какой-то, который вы должны достигнуть за какой-то период? Если честно, этот состав мы подбирали довольно долго, около 1,5 месяца, потому что мы хотели сделать все наверняка. Отрабатывали все моменты, что кому может не понравиться, что понравится. Отдельные истории, там, когда Алоха уходил из Fly to Moon, что вопрос к его мотивации и так далее. Просто многие будут говорить, что почему Алоха. Но поверьте, когда у нас пришел вопрос, кто будет четверкой, абсолютно каждый игрок, я в том числе, все тыкнули в Алоху первым. Поэтому, не сомневайтесь, это наш выбор, мы на это идем осознанно, поэтому... Я думаю, Лешу мы сделаем мотивацию, и все у него будет хорошо. Вот. Будем надеяться. Да, и такой момент, мы его когда подбирали, чтобы никто не думал, что это там Fly to Moon плюс соло с Нованом, либо соло с Нованом после ВП снова вместе. Это все чисто новая история, все заново, абсолютно все со старта. Давай поговорим о Virtus.pro немножко, о твоем прошлом, и затем вернемся уже к тому, что происходит сейчас, потому что хотелось бы, не так много, наверное, у тебя интервью было за последнее время, и, может быть, это будет интересно всем, кто болеет за Нави и за тебя. У тебя была довольно яркая история тренерства в таком коллективе, как Virtus.pro, у вас были большие победы, взлеты. Можешь рассказать, чем вообще ВП от Нави отличается, может быть, в каком-то вайбе, может быть, в атмосфере, в подходе к игре или в подходе к требованиям к тренеру? Есть ли какие-то такие вещи, которые ты мог бы назвать? Вспоминать те самые годы? Это было давно. Да, давай окунемся. Там просто все очень хорошо стакнулось. Я не знаю, там просто все срослось и все было на своих местах. Мы просто работали, кайфовали от игры, кайфовали от того, чем мы занимаемся. Я надеюсь, что сейчас будет примерно похожая история, потому что очень много опытных людей знают, как это нужно сделать. Все работяги. Я думаю, вряд ли вы увидите у нас результаты, которые нам самим будут неинтересны. Ты уже работал как раз в том легендарном составе с Соло. Соло является одним из самых титулованных и сильных капитанов в СНГ. Согласен ли ты, что вообще, в принципе, есть дефицит с этой ролью у нас? И как строилась ваша работа с Соло тогда, и, возможно, как сейчас уже этот процесс проходит уже в Нави? Что касается дефицита капитанов, он действительно есть и присутствует, и тем более этот капитан должен быть, скорее всего, ярко выраженный суппорт.
потому что коры должны все-таки заниматься немножко другими занятиями, потому что сейчас Dota стала настолько требовательна ко всему, что никто не может лишний раз расслабиться. У Лёши были, конечно, не самые лучшие времена, как и у многих, наверное, из этого состава за этот год, но вы, наверное, очень плохо знаете Лёшу не так, как я. Я знаю, что это за работяга, я знаю, что он для этого делает и насколько он не сдается. И поверьте мне, за этот год он явно упал вниз после своих достижений. Он явно хочет доказать всем и вернуться. Поэтому... Но он уже взрослый игрок, и все равно ты чувствуешь в нем вот мотивацию, и он также горит дотой? Потому что у нас нет сейчас возможности с ним пообщаться, задать ему вот этот вопрос. Да, пообщаетесь и узнаете. Ну, конечно, мы отдали этой игре большую часть жизни, и даже наши условия, которые сейчас как бы на нас висят в Нави, они, это подтверждают. Мы будем работать на себя. Что заработаем, то получим. Как строилась ваша работа с соло как капитаном в ВП, и как будет строиться сейчас? То есть у кого какие обязанности, вот драфты, как это будет строиться? Анализ соперника? У нас тренировки начинаются только через неделю, и мы будем все делать с чистого листа. Мы еще не знаем, как... я просто когда-то работал с генералами, я знаю, что это очень импульсивный игрок, и с ним нужно, это не условный Паша, который там просто выполнял свою работу и делал свои вещи. Это просто разные игроки, разные люди. Вот, мы еще с ним не работали толком с Лешей и с Нованом. Нован тоже с генералом не играл. То же самое касается Алика с Лешей. Это одна линия, и поэтому нам придется конкретно поработать, как мы будем играть, что мы будем делать и к чему идти. А можешь тогда дать характеристику остальным участникам команды? Вот, допустим, Алик, как керри, как человек, который остался единственный из того состава Нави, который вот играл этот год. Алик как керри уже сверкает где-то годик-полтора, и за ним, его замечали многие, даже мы когда-то в Virtus.pro, когда у нас была команда, тоже смотрели в его сторону, когда он был еще во Flight to Moon, поэтому, с Аликом вообще не было никаких вопросов, и Нован сюда специально приходил в Нави, как раз вот в этот второй период, где они не прошли на инт специально ради Алика. Про Алоху я уже сказал, все тыкнули в него. Вот. Что касается Гена сейчас... сейчас в СНГ не так много сильных троек, которые прям ярко выделяются. Гена, я думаю, почти все фанаты, либо кто следит за Дотой, прекрасно понимают, кто такой генерал. То есть, посмотрим, он должен разрывать. Что я вижу от Доты? У нас очень сильная 3-4, у нас очень сильный мид. И вот нам нужно с 1 и 5 позицией поработать, как они будут играть, потому что я, допустим, замечал, что Витюн играет очень часто на хардкере, Леша, наоборот, любит на лайнах подраться, то есть ему нужен более такая игровой кор. Разбираться будем, работать. Когда начинается ваша работа? 15 числа. 15 числа начинаются уже праки, да. Получается. Да. До этого вы уже играли матчмейкинг, что происходило? Что касается матчмейкинга игры в онлайне, мы хотим сделать и встретиться первый раз в офлайне, на буткемпе, и все начать делать. У нас будет очень длинный буткемп, то есть одно из условий того же Леши, это что касается его мотивации, хочет ли он сидеть дома там с женой, с семьей, со своими делами, бизнесами. Он хочет буткемпы по 2-3 месяца, чтобы мы конкретно сидели, долго все разбирали. Это как было у нас раньше в Virtus.pro. У нас в Virtus.pro было примерно так. Мы там жили на условных буткемпах, кто-то выбирался, когда ему нужно будет домой. Мы очень сильно отстали, на самом деле, сейчас от Доты, потому что практически все этот год провели в решафлах и кое-где везде повылетали. И чтобы хотя бы к следующему инту подобраться, нам нужно очень сильно много уделить этому времени. Возвращаясь к вопросу о подборе игроков, как сформировался этот состав, мы так как-то вскользь упомянули, то есть ты занимался конкретно подбором игроков, сначала позвали тебя и попросили, чтобы ты собрал для Нави состав, и ты уже начал его формировать вокруг Нуна и Витюна, верно? Да, вокруг Нуна и Витюна, все верно, там довольно сложно все было, потому что еще... Мы так или иначе все общаемся, даже когда там Нави играли и до этого, и когда там на квалах у них все не шло, там мы с Вовой общались и так далее. И Леша всем нравился, то есть до того, как даже исключили там игроков, они все хотели видеть Лешу в составе. Вот, поэтому Леша пришел еще, когда состав весь был, и мы уже после этого начали отбирать. Но в связи с тем, что Нави там начудили с прошлыми конфликтами с решафлами, у нас не получалось там все так ярко собрать, как все хотят. Поэтому кому-то пришлось идти на компромиссы. Вот имеем то, что имеем. Была ли мысль оставить Рамзеса на оффлейне?
И насколько я знаю, и Рамзес, и мы сами понимаем, что, во-первых, он не хочет играть он хочет полностью играть на керри, он сейчас полностью уходит от Харлейна. И что касается Нави, наверное, очень сильно достало все, что у него было в последнее время. И там немножко другие были условия изначально, и что за это нужно будет отвечать будет всем. И мы решили принимать такие решения. Давай поговорим немножко о том, что происходит сейчас в Доте. Смотрел ли ты ESL прошедший, следил ли за командами? Да. Тундра выиграли этот турнир, многих поразили. Вообще, как ты относишься к тому, что опять перенесли International? У нас огромный, получается, гэп между, в принципе, турнирами, на которые вы можете попасть, и, в принципе, можно ли вообще анализировать их игру на подобных межсезонных турнирах? В ВП очень уверенно играли до того, как встретились с Тундрой. Прям с ноги всех выносили. Опять же, мы не знаем, насколько серьезно они относились к этому турниру и нужна ли была им эта победа, чтобы их ставили в качестве фаворита и готовились к ним отдельно. Может, наоборот, то, что они так слили, для них сыграет очень хорошую роль, потому что даже одна лишняя победа на Инте приближает тебя прям гигантскими шагами и к призовому, и к первым местам. Поэтому пусть лучше они уйдут на второй план и к ним не особо готовятся, они просто всех удивят. А что делать с такой системой, когда ты играешь в июне, получается, квалификации на International, а International сам проходит в октябре? И вот за это время уже условный Тундра поднабрали и выиграли турнир. Тундра не участвует на International. Да, они могли бы пройти, возможно, квалификации, чтобы участвовать на International. Я был на аналитике Тундры, я ставил на то, что они победят, и они могли легко победить ОГ. Они сами там в один момент перегорели, там финал был 3-2, очень скользкий. И это были, кто-то тогда бы не поехали ОГ. Нигма уже не поехала, уже 3-е место в тот момент заняла. Как ты считаешь, вообще на Инте мы увидим актуальный стак самых сильных команд мира? Я бы, честно, я это сказал еще тогда, я бы, честно, хотел бы, наверное, видеть Нигму, потому что все-таки это Miracle, Kuroki, Mind Control и куча игроков титулованных, которые должны быть на Инте. Тундра сейчас явно может показать какие-то результаты. TNC, очевидно. Как бы я не любил своих русских ребят, я тоже хотел бы видеть, какие-то из наших СНГшных там полулегенд, даже если вы их так называете, то каких-то сильных игроков, которые могут показать любой уровень. Потому что лично для меня Вова не уступает ни одному мидеру в мире. Как-то так. Согласна. Расскажи, чем сейчас живет команда? Зачем вы приехали в Киев? Когда начинается буткэмп? Я же говорил. Конкретно сейчас приехали на вот эту фотосессию, интервью, представление. Конкретно 15-го начинается буткемп. Сейчас все заканчивают все свои дела, отдых, лето, все остальное, там ковиды, семьи, все заканчивается, и приступаем к работе здесь, на буткемпе. Хорошо, я желаю вам удачи, Вань. Спасибо. Да, спасибо тебе большое за это интервью. Ребята, вам спасибо, что посмотрели. Если у вас есть какие-то вопросы, ваши комментарии, вы можете все оставить внизу. Также не забудьте подписаться на канал, и еще увидимся.